Всем доброго вечера. Сегодня решила во дворе снять этот ролик. Итак, дорогие друзья, поскольку работы с чертенятами всем нравятся, День чертей, чертенята-помощники, у меня много работ с чертенятами, я вам объясняла, что это духи чертогов. Они добрые могут быть и злые, как и люди, у них свои характеры. Они охраняют человека, его дом. Они хитроумные, умеют внушать мысли. Поэтому и говорили, черт попутал, то есть внушил тебе какие-то мысли. Чертей отправляли как для порч, так и для помощи. Чертей отправляли, чтобы они схитрили, запутали там начальника, и тот не заметил, например, недостачу, предположим, или что-то еще. Купцы очень хорошо ладили с чертями, с чертенятами, особенно маленькими этими духами, то есть их детенышами, можно сказать, которых считали очень хитрыми, шустрыми, они их угощали, они их призывали. Есть очень много купеческих таких секретов, связанных с чертенятами, угощали этих духов и просили призвать народ. Эти духи были как зазывалы. Они внушали людям, что надо это купить. Вот наверняка у многих из вас был такой случай, когда вы идете на рынок, свет включился даже сам по себе. Время приходит, это так запрограммировано, когда темно, включать свет. И наверняка у вас случалось такое, что вы на рынке, например, особенно рынок, потому что там энергообмен большой, там все время покупают, продают, договариваются и так далее, что вот вы подходите, и этот товар вам не нужен вообще, ни к чему. Но почему-то вот вам захотелось купить. И тут же прибегает этот продавец, договаривает там, то есть уговаривает, договаривается с вами, снижает цену, идет вам навстречу, вам кажется, вот это вот прям очень срочно мне надо. Вот почему-то ощущение, что вот точно, вот, наверное, мне нужно будет это брать. Вы берете, приходите домой, и вот такое отрезвение наступает, и вы говорите: зачем мне вообще это нужно было? К чему я это купила? У меня же нет такой срочной необходимости. Какой был смысл в этом всем? Но вам как будто, знаете, внушили вас, как будто бы притащили к этому товару, и вы вот поневоле его взяли. Это тоже очень может быть связано с тем самым секретом, о котором я говорю, что начитывают на товар, и люди их покупают. Сегодня хочу вам подарить еще один ритуал, который вам поможет продавать свой товар, и неважно, какой это товар, интеллектуальный или какой-то иной. В любом случае вы будете приятно удивлены, насколько часто будут приходить люди, звонить, брать ваш товар и так далее. Кстати, пользуясь случаем, говорю, что результаты проведенных работах, ритуалах можете отправить Яне. Отправляйте в будние дни до 10 вечера, не в выходные, потому что в выходные она занята книгами, и у нас и так очень много работ. И я буду выставлять ваши голосовые о результатах. Так просто скажу, потому что и вчера выставила, у меня еще есть в запасе много голосовых, но постепенно их выставляю. Это помогает другим узнать, какие работы им проводить, может, у них похожие случаи в жизни и прочее. Вы тем самым как бы и других стимулируете провести ради себя и исправлять свою жизнь. Итак, смотрите. Этот заговор вам поможет для того, чтобы продать товар, интеллектуальный труд. Если вы занимаетесь репетиторством, предположим, собрать учеников,
делаете сайты, чтобы вас заказали. Неважно, какая у вас работа. Далее. Сдать магазин в аренду, да, помещение. Сдать квартиру. Продать квартиру. То есть эта работа, она для того, чтобы вы отдавали свой товар и получали деньги. И подходит для всех случаев. Вам нужно будет взять монеты, желтые монеты. Вот я здесь положила, вот так покажу. Значит, желтые монеты положите орлом вверх. Не цифрой, а другой стороной. И не обязательно, то есть российские монеты, вы в какой стране живете, такие и берите. Если в вашей стране нет монет, значит возьмите монеты другой страны. 6 монет. Начитайте на эти монеты. Заговор длинный, но. Итак, 6 монет орлом, значит, кверху разложите. Начитайте 6 раз, а потом положите, ну вот, если вы хотите сдать, предположим, квартиру, значит, надо положить под коврик с внешней стороны двери, то есть возле входной, но вот внешний коврик, не внутренний, потому что вы призываете оттуда. Вообще такие заговоры, предметы, посредники, лучше их всегда оставлять за входной дверью, вы тогда призываете людей к себе. Если вы сдаете дом, значит, нужно за ворота положить. Как-то так положить и закрыть ковриком, под ковриком. Закапывать не стоит. Как-то, умудряйтесь так сделать, чтобы оно было закрыто. Если нет коврика, значит, купите коврик. Если у вас супермаркет, предположим, там магазин, да, и вы не можете никак маскировать, положите возле кассы как-нибудь, закройте. Хотя желательно возле дверей, тогда больше будет клиентов. Возможно, там как-нибудь положить, засунуть куда-нибудь какие-то потаенные места, где основная дверь. Если вы сдаете или продаете дом, или продаете квартиру, точно так же начитывайте 6 раз на монеты и раскладывайте возле двери. Неважно, в какой там очередности, можете там в линию, можете по-разному. Это не имеет значения. Главное, чтобы все эти 6 монет лежали за входной дверью. Прям, то есть у входной, но за дверью, не внутри помещения. Так вот, а если вы, например, занимаетесь продажей, это если у вас магазин свой, собственно говоря, нужно разложить. Но если вы, например, арендуете, вот привозите свой товар продавать, да, каждый день вам нужно открывать, там, закрывать это помещение, то начитывайте на эти 6 монет и с собой носите туда. Можете в какой-нибудь мешочек положить и с собой носить. Но, опять же, положите ближе к входной двери, чтобы клиенты через эту входную дверь к вам пришли. Если вы за прилавком продаете, так отойди, Арчик. Если продаете за прилавком, значит, под прилавок положите. То есть вы должны эти монеты класть в таком месте, где вы ведете эту торговлю, чтобы люди тянулись на эти монеты. Вы же на них начитали. Это монеты чертенят. Вы их по каждому даете монет, определенное количество монет, да, и отправляете по всему миру. Хочу уточнить. Я извиняюсь, меня сбили. Ой, ну что ж такое? Салюты. Я извиняюсь, я неправильно сказала, и насчет монет. Меня тут отвлекают, все бегают, тявкают, еще и салюты. 3 монеты, друзья мои, извиняюсь, не 6. 6 это у меня в другом ритуале, просто после буду снимать, поэтому перепутала. 3 монеты. Значит,
символически, то есть каждому чертенку по одной монете отдаете и отправляете на весь мир, да, в мир отправляйте, вам переманить, привести деньги. И клиентов, естественно, покупателей, смотря у кого что. 3. И читать нужно 3 раза. Запутали меня тут эти все пусики-мусики бегают. Итак, я вам объяснила, каким образом нужно, значит, читать и куда нужно класть эти монеты. Можете, вот если у вас есть эти чертенята дома, предположим, 3 чертенята лучше читать, на 2 не нужно. Если у вас 2, у нас много работы, ритуалов с 2 чертенятами, да? С 2 читать не нужно на эти куклы чертенят. Если у вас 2 чертенятки, значит, читайте без них. Просто начитывайте на мелочь. Если есть у вас дома чертенята, вы можете разложить возле них 3, если чертенят, начитать и вот забрать, собственно, с этими монетами, делать то, что я вам сказала. Очень эффективный и сильный заговор. И продажи у вас начнутся сразу же. Очень многие пишут, и в голосовом вы слышали именно с чертенятами. Я вам уже объясняла, что в основном к этим духам лучше обращаться для торговли, для купли-продажи и так далее, потому что это хитроумные духи, которые вам в любом случае приведут. Вам приведут этих людей и приведут этих покупателей. Они внушат, они их найдут, они найдут тех, кому нужен этот товар, скажут и покажут ваше объявление, понимаете? Вот настолько это хитроумные духи. Я с ними много вам могу дать работ, но просто как бы постепенно, да, дозированно, потому что они вам могут помочь и работу найти, и нужных людей могут привести. Вот чего только они не сделают. Если они с вами подружатся, если вы им понравитесь, они вам будут помогать очень во многих вопросах. И время от времени ставьте им мед, ставьте им сладости какие-нибудь. Яблоку, разрежьте яблоко на 3 части, положите, если для 3 чертенят. То есть вкусняшки. Эти вкусняшки оставляются на несколько часов. Ну вот или вечером поставили, на следующий день выкинули их. Просто выкидывайте, потому что духи питаются ароматами еды. Мы едим физически еду, да, они питаются ароматами, запахами и так далее. У них нет возможности напрямую брать с природы, им это запрещено и не дано. И поэтому, когда им приносят подношения, они очень рады, они очень благодарны этим людям, и они, естественно, и дальше будут вам помогать за эти подношения. Это энергообмен некий. Так вот, заговор следующий. Зову, призываю, 3 чертенят сюда приглашаю. Берите чертики по 1 монете и подсобите мне не в службу, а в дружбу. Черти-торговцы хитрые да ловкие, в торговле знаете толк. Стойте рядом, давайте мне помогать товар продавать. Ой, прям мне сегодня все отвлекают, извиняюсь. Давайте еще раз. Я прочитаю 1 раз, потому что прочитаю, потому что все меня отвлекают. Но, ну и зарядки особо нет. Но это не важно. Главное, что вы как бы возьмете и проведете как надо. Потому что я вам объяснила и сказала, как это делать. Давайте начнем еще раз. Зову, призываю, 3 чертенят сюда приглашаю. Берите чертики по 1 монете и подсобите мне не в службу, а в дружбу. Черти-торговцы хитрые да ловкие, в торговле знаете толк. Стойте рядом, давайте мне помогать товар продавать. Народ созывайте, товар продавайте. Всех держите, привяжите, всех сюда направляйте, всех сюда ведите. Внушите всем мой товар покупать, и чтобы никого без покупки не отпускать, чтобы всякому свои деньги мне дать и мой товар брать. Пусть сами берут и другим предлагают. Заставляйте купить мой товар волей и неволей, правдой да неправдой, пеших и конных, старых и молодых, торговых людей да купцов, князей да попов, панов да слуг,
хозяев до холопов, городских до крестьян. Мой товар непростой, мой товар золотой, товаркам моим застой, а ко мне деньги пусть текут рекой, все идут за моим товаром. Я с барышом да с наваром, все в дураках, а я при деньгах. Черти у меня в службе помогают мне по дружбе, течет денежная река, стекается, все в моих кошельках собирается, все в моих кошельках собирается, добром мой дом наполняется, чертенята стараются, товар продается, деньги мне отдаются, фэпэ, 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 все исполняется, все по воле моей случается, ключ, замок, язык, заклято. Давайте еще раз прочитаем. Зову, призываю, 3 чертенят сюда приглашаю. Берите, чертики, по одной монете и подсобите мне не в службу, а в дружбу. Черти-торговцы хитрые да ловкие, в торговле знаете толк. Стойте рядом, давайте мне помогать, товар продавать. Народ созывайте, товар продавайте, всех держите, привяжите, всех сюда направляйте, всех сюда ведите, внушите всем мой товар покупать. И чтобы никто без покупки, чтобы никого без покупки не отпускать, чтобы всякому свои деньги мне дать. И мой товар брать. Пусть сами берут и другим предлагают. Заставляйте купить мой товар. Волей и неволей, правдой да неправдой. Пеших и конных, старых и младых, торговых людей да купцов, князей да попов, панов да слуг, хозяев да холопов, городских да крестьян. Мой товар непростой, мой товар золотой, товаркам моим застой. А ко мне деньги пусть текут рекой. Все идут за моим товаром. Я с барышом да с наваром. Все в дураках, а я при деньгах. Черти у меня в службе, помогают мне по дружбе. Течет денежная река, стекается. Все в моих кошельках собирается. Добром мой дом наполняется. Чертенята стараются, товар продается. Деньги мне отдаются. Фэпэ, 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 все исполняется. Все по воле моей случается. Ключ, замок, язык. Заклято. Сегодня прям все меня отвлекает. Еще и дождь хочет начаться. Зову, призываю, 3 чертенят сюда приглашаю. Берите, чертики, по одной монете и подсобите мне не в службу, а в дружбу. Черти-торговцы хитрые да ловкие. В торговле знаете толк. Стойте рядом, давайте мне помогать, товар продавать. Народ созывайте, товар продавайте. Всех держите, привяжите, всех сюда направляйте, всех сюда ведите. Внушите всем мой товар покупать, и чтобы никого без покупки не отпускать, чтобы всякому свои деньги мне дать и мой товар брать. Пусть сами берут и другим предлагают. Заставляйте купить мой товар волей и неволей, правдой да неправдой, пеших и конных, старых и младых, торговых людей да купцов, князей да попов, панов да слуг, хозяев да холопов, городских да крестьян. Мой товар непростой, мой товар золотой, товаркам моим застой, а ко мне деньги пусть текут рекой, все идут за моим товаром. Я с барышом да с наваром, все в дураках, а я при деньгах. Черти у меня в службе помогают мне по дружбе. Течет денежная река, стекается, все в моих кошельках собирается. Добром мой дом наполняется, чертенята стараются, товар продается, деньги мне отдаются. Фэпэ, 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 все исполняется, все по воле моей случается. Ключ, замок, язык. Заклято. Прям отвлекающих маневров много, но мы сняли. Так бывает иногда, потому что все же ритуал такой силы, и все приходит в движение. А вообще, зная, что чертенята еще и стихиями могут повелевать, неудивительно, что во время таких чтений еще и дожди идут и прочее, прочее. Желаю вам всем удачи, и пусть мои работы вам помогают. И запомните, духов не нужно бояться, чураться, гнать. С ними лучше дружить. Всем всего хорошего.